Всем привет! Что же на самом деле произошло за кулисами, что заставило Чингука выглядеть таким подавленным во время его встречи с Тэхёном в Лос-Анджелесе? Почему именно этот момент между двумя близкими друзьями вызвал волну негодования среди ARMY по всему миру, требующих немедленного объяснения от HYBE? И самое тревожное, действительно ли Тэхёна постепенно отодвигают на задний план агентством, которое должно было его защищать? На этой неделе в Лос-Анджелесе произошло нечто неожиданное. Чингук, обычно энергичный и улыбающийся на публике, был заснят камерой в мрачном настроении, почти на грани слез, покидающим студию в районе Уэст-Холливуд. Он был не один. За ним шел Тэхён, без эмоций и в полном молчании. Средства массовой информации как из США, так и из Кореи сосредоточили внимание на взаимодействии между этими двумя участниками BTS. Но то, что действительно вызвало резонанс, это краткое заявление Чингука одному из корейских СМИ, сумевшему взять у него эксклюзивное интервью. С дрожащим голосом он сказал: «Мне грустно, и, возможно, вы все знаете, почему. Эта фраза потрясла ARMY по всему миру. Что он имел в виду? Почему Чингук признался, что ему грустно? И связано ли это с Тэхёном? Есть ли внутренние конфликты в BTS? Или это отражение более глубокой проблемы в HYBE, касающейся того, как компания обращается с разными участниками? Как только новость разлетелась, Twitter, TikTok и Instagram наполнились дикими теориями, предположениями и настоящими слезами фанатов. ARMY объединились с одним требованием – HYBE должна говорить. Но чтобы действительно понять, откуда берется эта волна эмоций, нужно отступить назад и взглянуть на предшествующие события. Что же произошло на самом деле? Последние месяцы Тэхён все чаще оказывался в тени при проведении промо-акций. Несмотря на то, что его сольные работы получали восторженные отзывы по всему миру, агентство, казалось, уделяло минимум внимания их продвижению. Billboard даже назвал Тэхёна гением без маркетинговой стратегии. На крупных мероприятиях он редко находился в центре внимания, в отличие от других участников BTS. В то же время Чингук, обычно очень осторожный в публичных высказываниях, начал вести себя нехарактерно эмоционально, от неожиданных прямых эфиров, заканчивавшихся слезами, до туманных постов в сетях с отголосками боли, одиночества и несправедливости. Когда их увидели вместе в Лос-Анджелесе, публика предположила, что речь идет о совместном проекте. Однако появившиеся свидетельства говорили об обратном – это была личная встреча. Некоторые очевидцы сообщили, что между ними произошел спор в одном из кафе Беверли-Хиллз. По словам официанта, Чингук повысил голос, в то время как Тэхён лишь опустил голову и молчал. «Я слышал, как Чингук сказал, почему они делают это с тобой? Ты не заслуживаешь этого», — сообщил анонимный источник местному СМИ. Затем они ушли в гнетущей тишине. Камеры продолжали преследовать их, а фанаты – требовать объяснений. HYBE молчала. Никаких официальных заявлений, никаких разъяснений, никакой реакции. Даже официальные аккаунты в соцсетях остались безмолвными, несмотря на тысячи комментариев с вопросами и протестами. Крупнейший кризис HYBE? Некоторые эксперты индустрии назвали это самым серьезным пиар-кризисом HYBE со времен основания BTS. Почему? Потому что сила BTS в их единстве. Если один из участников получает меньше внимания, если возникает неравенство, это подрывает саму основу группы. Бывший сотрудник HYBE, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что с ростом успеха Чингука компания изменила стратегию, он стал главным продуктом на международном рынке. А Тэхён оказался не в приоритете. Некоторые его проекты были приостановлены. Если это правда, то становится понятно, почему Тэхён чувствует себя отстраненным. И если Чингук осознает это, его грусть и разочарование абсолютно объяснимы. Потому что они не просто коллеги. Они – братья.
Мировая реакция и просьба о прояснении. Начались акции протеста. Фанаты в Корее и США разместили билборды с лозунгами против несправедливости к Тэхёну. На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось его лицо с надписью «Он заслуживает большего. Аналитики называют это пиар-катастрофой, способной пошатнуть репутацию BTS. Forbes Asia выпустил статью с заголовком «Молчание HYBE может разрушить все, что BTS построили годами». На фоне всего этого Чингук вышел в прямой эфир на Уиверс. С бледным лицом и дрожащим голосом он сказал: «Вы знаете, кто мы. Вы знаете, кто он, Тэхён. Но сейчас все кажется таким запутанным». Эти слова сломали сердце ARMY. Комментарии в прямом эфире заполнили экран. «Мы с вами. HYBE не имеет права решать, кто может сиять. Правда, все это недоразумение». Тем не менее, за всем этим эмоциональным шквалом скрывается истина. Тэхёна не отодвинули, и Чингук не страдает по этой причине. После тщательной проверки источников, хронологии событий и официальных комментариев выяснилось, что вся буря – результат недопонимания, искаженной информации и домыслов. Заявление Чингука, фраза «мне грустно» и «вы, возможно, знаете почему» была вырвана из контекста. Он говорил о трудностях в процессе создания своего сольного альбома, а не о Тэхёне или BTS. Сцена в кафе, видео с камер наблюдения, утекшей в сеть, показала спокойную встречу. Они смеялись и разговаривали. Официанты назвали их самыми вежливыми посетителями за день. Обвинение в адрес HYBE. Компания заявила, что все участники получают равное внимание. Тэхён взял личный перерыв ради своего психического и физического здоровья. Его сольные проекты продолжаются, просто пока не анонсированы публично. Их голос, их искренность. В конце концов, сам Тэхён написал на Уиверс: «Я видел вашу обеспокоенность, но со мной все хорошо. Мы с Чингуком были в Лу по личным делам. Не о чем волноваться. Я просто хотел немного времени для себя. Спасибо, что беспокоитесь. Эти слова значительно успокоили фанатов. А Чингук в следующем эфире добавил: «Я знаю, вы хотите нас защищать, но не все, что вы читаете в интернете, правда. Мне грустно было из-за срыва сроков по треку, а не из-за того, о чем вы думаете. С Тэхёном все хорошо. Мы даже ужинали вместе позже. Эти заявления расставили все по местам. Спекуляции были не просто ошибочными, они доказали, насколько легко можно исказить истину, если судить по обрывкам. Доверие, а не подозрение. Мир шоу-бизнеса часто строится на иллюзиях, но ARMY – это сообщество, способное отличать эмоции от фактов. Этот инцидент – важный урок для всех – фанатов, СМИ и самих агентств. Прозрачность, честность и проверенная информация – основа доверия. Не всякая грусть связана с драмой. Не всякое молчание – это тайна. И не каждый момент нужно интерпретировать. Чингук, Тэхён и все участники BTS – обычные люди, уставшие, чувствующие, имеющие право на личную жизнь. Они уже подарили нам так много. Пора нам отплатить им доверием.